Сегодня хочу поговорить про поливы орхидей в мхе. Но сейчас вы видите 5 орхидей в закрытой системе. И почему вы их сейчас видите, я сейчас вам объясню. Добрый день, меня зовут Станислав, и вы на канале Орхидеи дома. Еще год и 3 месяца назад эти орхидеи выглядели вот таким образом. Они все находились в маленьких маховых стаканчиках, вернее как стаканчики не маховые, а пластмассовые, но посадка была в мхе. И все они стали участницами видео, которое вышло 23 марта 2023 года на канале Орхидеи дома. И на примере этих малышек я показывал, как я делаю полив орхидей, которые посажены в мох. Кстати, для тех, кто недавно только первый раз приобрел орхидеи в мхе и не знаете, как правильно поливать, я думаю, вам будет интересно посмотреть это видео. И хотя просмотров оно набрало немного, но я думаю, что всем будет интересно. И я вам хочу сказать, что некоторые зрители даже сейчас, год и 3 месяца спустя, начинают просматривать эти старые видео и оставляют комментарии под некоторыми видео. Итак, зрительница Наталья, которая, кстати, постоянно оставляет комментарии под видео, и за это и ей, и всем, кто оставляет комментарии, большое спасибо, на днях оставила комментарий. И звучит он так. Скажите, пожалуйста, в ваших условиях насколько быстро просыхают эти малыши? А также под некоторыми другими видео, где речь шла про орхидеи в мхе, часто задаваемый вопрос был, как быстро зацветут орхидеи, купленные в горшочке 1,7 и посаженные в мох. И ответить я, наверное, сейчас отвечу на второй вопрос. И хотя вы видите, что у этих орхидей вроде бы нету цветоносов и они еще не цветут, но на вопрос я уже готов ответить. И мой ответ я хочу вам еще и показать. Вот одна из орхидей. Я даже сразу не заметил, и только вот буквально неделю назад, смотрите, выпустила цветонос. Пускай еще около 2-3 недель будет расти цветонос, еще 2 недели будут ботанизироваться цветочки, и я думаю, в общей сложности год и 5 месяцев эта орхидея зацветет. Ну, а отвечая на вопрос Натальи, хочу сказать, что те малышки, которые сейчас уже как бы не малышки, просыхали в разное время года по-разному. Если это было зимнее время и начало весны, то мне было достаточно поливать их где-то раз в неделю, то с приходом тепла и наступлением очень жаркой погоды буквально 2-3 дня проходило, и мне приходилось их поливать. Вот, кстати, сейчас смотрите, слева орхидейка, это уже моя, и размер 1,7, можно так сказать. А вот следующая орхидейка, кстати, была примерно, не примерно, а точно такого же размера, как и все вот эти орхидеи, которые были пересажены в закрытую систему. Но я 3 орхидеи из другого места, правда, были они куплены, решил оставить в мхе и посмотреть, как они будут развиваться и как скоро они смогут зацвести именно в мхе. Так вот, по корням, конечно же, может быть, по количеству эти орхидеи в мхе и проигрывают, но толщина корешков у этих орхидей в мхе намного больше, чем у тех корешков, которые в закрытой системе. Может быть, это связано еще и с сортом, так как тут все разные сорта. Но вот эти 3 орхидеи, которые в мхе, вот стаканчик, которые покрупнее, они все имеют очень толстые корни.
И сорта у этих орхидей тоже разные. Вот эту малышку я, кстати, поливал буквально или вчера, или позавчера. Вы видите, вот смотрите, зелененькие корешки внизу. Если верхние корешки, может быть, они уже и сероватые, то нижние корешки говорят о том, что орхидею поливать еще рано. А вот эти три, которые побольше в стаканчиках, размера примерно 2,5, явно видно, что орхидеи нужно полить. И в отличие от полива, который был год и 3 месяца назад в том видео, я сейчас эти орхидеи полью не аккуратно, как я говорил, через низ, через отверстие, которое внизу стакана, а полью вот так вот. И я хочу сказать, что я на 100% уверен в этих трех орхидеях, и поэтому я поливаю так. Я не рекомендую такой полив для тех, кто столкнулся впервые с мхом и с поливом орхидеи в мхе. Такой полив, я уже думаю, что можно к такому поливу через верх перейти, когда вы уже, скажем так, набили руку и уже вы знаете, что ждать вам от этих орхидей. Вот именно эта троица находится в мхе уже почти 1,5 года. Я уже прекрасно понимаю эти орхидеи, и я смело делаю полив вот так вот сверху и ничего не боюсь. Да, иногда я могу полить и снизу, но в зависимости от наличия времени я могу иногда, видя, что орхидеи пора полить, быстро с утра, не вытаскивая и не ставля каждую орхидею вот так вот в стаканчик, я быстро сверху, вот так вот, как я только что вам показал. Ну давайте сейчас вот еще и эту польем тоже так же сверху. Вот так вот быстро по орхидеям пробежался сверху и побежал на работу. И орхидеи, как вы видите, чувствуют себя прекрасно, корешки у них отличные, листовая масса, ну может быть не слишком там уже по 10 листов, но по 3, по 4, даже 5 листочков орхидеи имеют и развиваются, я считаю, нормально. Ну сейчас, наверное, для сравнения я еще и покажу рядышком вам две орхидеи листочки, но а то, что касается просушки, смотрите, те же самые условия, что я говорил и в первом видео, когда орхидея горшочек легкий, когда у орхидеи корешки серебристо-серого цвета, ну вот смотрите, размер листьев одинаковый. Так вот, если горшок легкий, корешки серебристо-серого цвета и листочки нижние, возможно, даже могут быть немножко такие подвявшие и тургор не совсем жесткий, но здесь тургор отличный, как бы у всех орхидей, придраться к тургору, конечно, невозможно тут, то орхидея просит пить, а время уже сколько пройдет от полива до полива, я думаю, вы со временем, с своими наблюдениями поймете и станете поливать орхидеи вовремя. Ну и для тех, кто боится выращивать орхидеи в мхе, вот вам очевидные результаты. То ли это орхидея в мхе, то ли в закрытой системе, то ли в классике, все они развиваются нормально. Главное дать им свет, воду, температуру и газообмен, ну, воздухооборачиваемость, чтобы была. И орхидеи вас, естественно, отблагодарят своим цветением. Ну, а я еще раз приглашаю всех пересмотреть, кто не смотрел видео «Поливай орхидеи в мхе с фагном в меру». И я думаю, что просмотрев эти видео, вы увидите на лицо, как изменились орхидеи. Видите, вот зеленая прозрачная бабочка, синяя и фиолетовая. Вот точно в такой последовательности малышей я и поливал. Ну что, на сегодня, пожалуй, и все. Надеюсь, я ответил на вопрос Натальи и всем остальным. Тема была интересная.
Надеюсь на ваши лайки, комментарии. Жду от вас новых вопросов и, конечно же, приходите на канал Орхидеи дома снова и снова.